прошлом видео я целый час медитировал с удочкой. Потратил 100 улучшенных наживок, которые падают с ивентов, а также их можно найти в холодильниках, так что ресурсы считай нулевые. Результат вы помните: 12 подарков. Надежно, но скучно. И тут мне в голову пришла идея захватить все мастерские и заставить металлических эльфов сделать всю грязную работу за меня. По счастливому стечению обстоятельств у меня есть подписка Fallout First, пустой сервер и амбициозный план заставить работать 23 робота одновременно. И спойлер, это вам не поставил и забыл. Это будет стоить мне кучи ресурсов на застройку, а вам лайка под этим видео за мои старания. Проверим, победит ли автоматизация ручной труд. В отличие от рыбалки, здесь мы тратим реальные ресурсы: шестеренки, схемы, алюминий. Чтобы не разориться на турелях, для 22 баз обязательно ставим перк «Подрядчик». Он экономит 50% материалов, без него даже не начинайте. Логистика – это время. Я сделал идеальный чертеж. Фундамент повыше от кротокрысов, сам Сантатрон, несколько турелей, бесконечный ящик хлама для подписчиков Fallout First, чтобы мгновенно скидывать хлам, и самое главное – коврик быстрого перемещения. Да, в обычном лагере он не работает, но в мастерских он телепортирует вас прямо к лицу робота. Это сэкономит мне кучу времени на беготне. Так как Fallout 76, меню строительства – это настоящий лабиринт, я покажу вам, где находится этот коврик, чтобы сэкономить вам время. Итак, заходим в меню строительства, ищем во вкладке «Украшения», далее «Ковры», немного проматываем вниз, вот он, маленький коврик, который сэкономит вам часы жизни. И важный нюанс. Не забудьте в терминале выбрать режим «Праздничные подарки». По умолчанию они могут искать мусор. Ну что ж, время пришло. Приступим. Let's go! Итак, все 22 мастерские захвачены, у вас пролетело меньше 2 минут, у меня же на это ушло около часа. И вот тут новички допускают ошибку, думая, что эксперимент уже идет. Нет, у нас жуткий рассинхрон. На первой базе робот уже забил контейнер, а на последней только начал работать. Если я замерю лут прямо сейчас, то цифры будут фальшивыми. Чтобы получить идеальный час, я делаю великий сброс. Я пролетаю все 23 точки и выгребаю из ящиков все подчистую, оставляя их пустыми. Эти полученные подарки мы учитывать не будем. Я уберу их в свой стэш. Этот момент, когда я забрал в первой мастерской весь лут, и будет нашей нулевой минутой.
Все роботы стартуют одновременно с пустыми контейнерами. И в дальнейшем я буду следовать строго по тому же маршруту, когда я делал великий сброс. Но есть еще одна проблема – лимит веса. Вместимость ящика робота всего 10 фунтов. Пара кусков угля, гаечный ключ и 3 подарка – все, робот встал. Обычно это происходит за 40-50 минут. Если я просто уйду на час, я могу потерять подарки. Поэтому схема эксперимента такая. Делим час на 2 захода по 30 минут. Через полчаса после великого сброса делаю первый круг и собираю лут. Через час второй финальный круг. Только так ящики не переполнятся и мои эльфы будут пахать каждую секунду эксперимента. Пока тикает таймер, я не просто сижу на месте. В игре есть механика сна локаций. Если в зоне долго нет игрока, сервер может поставить на паузу процессы в этом регионе для экономии памяти. Ваш робот где-нибудь в отдаленном болоте может просто уснуть. Поэтому совет бывалого фермера. Раз в 15 минут делайте ленивый прыжок на дальнюю мастерскую. Просто прогрузите текстуры, покажите игре, что вы тут, и летите дальше. Ивенты на защиту мастерских можно игнорировать. Робот будет прекрасно работать и в захваченной мобами мастерской. Итак, 2 круга инкассации позади, ящики не успели забиться, весь хлам я скинул в утиль, на руках только чистая прибыль. И в сравнении с рыбалкой, из моего прошлого видео на канале, результат меня, честно говоря, поразил. В итоге я получил 52 маленьких, 28 средних и 6 больших подарков. Но, как видим, большинство подарков маленькие, сантатроны все-таки берут количеством, а не качеством. Теперь распаковка. За час работы 23 рабов. Я сбросил всякий хлам в ящик и оставил только выпавшие схемы и костюм. Схем выпало 17, из них это 3 копии неизученной праздничной елки, плюс 1 костюм командира-коммуниста. Легендарных сертификатов 285, крышек 400 и патронов почти 3000. Давайте честно. Рыбалка не требует дорогих ресурсов, не требует перка на стройку, не нужна подписка Fallout First. Армия роботов. Если у вас есть ресурсы на застройку 22 баз и подписка, это мощно и дает вам чувство власти над пустошью, огромную гору подарков, патронов и сертификатов. Но схемы падают примерно с тем же рандомом. Лично мне второй метод понравился своей масштабностью. Но у нас остался третий вариант, самый брутальный. Фарм горелых вручную. Никакой рыбалки, никакой стройки, только пушка, маршрут и старое доброе ультранасилие. В следующей серии выясним, кто круче, магнат или солдат. И да, тот Говард. За такой лютый прогрев на подписку Fallout First я жду чемоданы. Номер карты скину в личку.